Привет, я Лёша. А я Юля. Вот уже год, как мы живем в Англии, и это видео будет о том, как мы получали здесь водительские права. В этом видео мы расскажем про особенности местного экзамена, про то, как мы к нему готовились и можно ли сдать экзамен без единой ошибки. А что, если я вам скажу, что в Англии вообще не обязательно заканчивать автошколу, чтобы начать водить машину? И речь даже не о таких, как мы, людях, которые приехали сюда с правами, выданными в другой стране. Любой житель Великобритании, достигнув 16-летнего возраста, может получить ученические права, Provisional Driving License, и да, начать по ним просто ездить за рулем. С небольшим рядом условий, конечно. Рядом с вами в таком случае должен находиться человек с английскими правами и минимальным стажем вождения по ним 3 года. Тут прямо начинает оживать картинка из американских фильмов, как подростки приезжают в школу на машинах сами. Как получать права в Америке, я не знаю, но определенно похожая тенденция прослеживается в Англии. Получить такую provisional лицензию довольно просто. Вы заполняете форму на сайте, вам приходит бумажная анкета по почте домой, вы заполняете ее и отправляете в ответном письме вместе с оригиналом своего BRP. И да, в Англии оригиналы ваших документов довольно часто будут путешествовать по почте. Наши анкеты пришли в течение недели каждая. Мы заполняли онлайн-форму с разницей примерно в месяц. В бумажной анкете нужно заполнить всего 2 поля – номер BRP и подпись. Но Лёша тут умудрился налажать и расписался немного размашисто, и в итоге выехал за белые края. На самой анкете написано строго этого не делать, поэтому он пошел читать Facebook, Reddit, Twitter, но там мнения разошлись, и поэтому на почте до отправки он попросил еще одну анкету, заполнил ее с нуля и вложил вместе с испорченной в конверт. Важное уточнение – все отправляют свои BRP по почте. Это может быть немного непривычно, но не нужно этого бояться. Чтобы немножко обезопасить процесс, рекомендую вложить конверт First Class Delivery с обратным адресом, чтобы ваш BRP вернулся быстрее. Итого 34 фунта пошлина за права, 13 фунтов отправка. Это с учетом конверта 1 класса. Примерно через неделю после отправки анкеты пришли наши провиженалы, а на следующий день доставили BRP. Как только вы получили временные права, можете тут же записываться на теорию. В нашем случае никаких проблем с окнами для записи не было, а именно через неделю каждому из нас нашлось место на сдачу. Теория состоит из 2 частей. Первая – тест, вторая – Hazard Perception. Дословно восприятие опасности. Чтобы подготовиться, я взял книгу у друзей, эту, и ни разу ее не открыл. Вместо этого я готовился по приложению Theory 4-in-1. Приложение платное, но все мои знакомые по нему готовились, поэтому и я решил не выделяться. В нем есть банка 750 вопросов. Они примерно такие же, как в России. Например, куда крутить руль при заносе, у кого есть приоритет движения или какая должна быть глубина протектора. У меня была простая тактика: решаешь 700 вопросов, отмечаешь галочкой, в которых ошибся, и прорешиваешь их еще раз перед экзаменом. У меня это заняло неделю, примерно по 100 вопросов в день. Так что закладывайте время на подготовку. И если с тестом все понятно, то вторая часть экзамена по теории гораздо динамичнее. Это Hazard-тест. Он состоит из 14 видео, в которых вы едете от первого лица, и нужно кликать по экрану в момент, когда вы видите опасность. Ситуацию, когда в жизни надо было бы притормозить. Например, в этом видео вы едете через деревню, и по правой стороне можете заметить собачку. Это и есть ваша опасность. Сразу кликайте на экран, и лучше даже продублировать свой клик, потому что в ключах зашито конкретное время ответа, и иногда заметить опасность можно чуть раньше и остаться без баллов за это. Иногда в роли этой собачки могут выступать пешеходы или автомобилисты, которые решили вас подрезать. Ну что ж, я надеюсь, они действительно куда-то торопились. За каждую обнаруженную опасность можно набрать максимум 5 баллов, и балл будет зависеть от скорости вашего клика. Максимально за Hazard часть можно набрать 75 баллов, а проходной 44. То есть в среднем нужно набрать 3 балла за каждую найденную опасность. Готовиться можно в приложении, ну или где-нибудь онлайн. У нас поначалу получалось не очень хорошо, и ушло примерно 1-2 дня, чтобы понять логику экзамена и как он работает. Поэтому, попрактиковавшись, у нас все пошло как по маслу. И в любом случае... Вам, наверное, интересно, как проходит сам экзамен. Тут много всего не расскажешь, но пару вещей, которые я бы хотел отметить.
Первое — это то, что они довольно-таки тщательно относятся к списыванию. Перед тем, как вас запустить в компьютерный центр, вас обыщут на предмет шпаргалок или микронаушника. Что примечательно, на сайте gov.uk даже сказано, что за списывание вас могут отправить в тюрьму. Не думаю, что такие случаи были, но что точно будет, вас выгонят с экзамена и, скорее всего, забанят на длительный срок. Вторая вещь — это то, что формулировки на экзамене могут отличаться от тех, что были в приложении, поэтому будьте к этому готовы и особо не нервничайте, потому что вопросы будут все равно те же самые, просто под другим углом представлены. И своими результатами я доволен, вот, в общем-то, и они. Прямое включение сразу после теста. Дали такую бумажку. Заняло это минут 50. Набрал 48 по теории и 66 по Hazardous. А две штуки, на которые я обратила внимание, это первое. Говорят, что Hazard-часть на экзамене намного проще, чем дома, потому что компьютер больше и качество лучше. Я бы с удовольствием с этим согласилась, если бы у меня это не оказалось с точностью наоборот. На настоящем экзамене я вообще едва ли прошла порог по какой-то причине, набрала там 40 с лишним баллов. Не знаю, с чем это связано, потому что, на мой взгляд, все я решала более-менее нормально. Но в любом случае это позади. А вторая штука, скорее, милый нюанс, это то, что когда ты выходишь из компьютерной комнаты, чтобы получить свои результаты, клерк на ресепшене тебе их печатает, и он их складывает таким образом, что он не знает, сдал ли ты, не сдал ли ты, сколько у тебя баллов. Это мне показалось некоторой заботой о психологическом здоровье, когда ты не переживаешь, что там о тебе подумают, сдал ли ты, не сдал, потому что у нас принято делиться оценками, здесь совсем такого нет. В любом случае, мои результаты вот. Я вышла из теста по теории, и я сдала его на теоретическую часть на 50 из 50, а видео Hazard на 49 из 75, что очень неожиданно. Но это все не важно. Впереди нас ждет самое интересное. Базовый экзамен состоит из следующих элементов. Сайт-чек или проверка зрения, show me и tell me вопросы. В одном нужно устно ответить на вопрос, в другом продемонстрировать навык в движении. Потом оценивается ваше вождение в общем, reversing — езда задом, и independent driving — это самостоятельная езда по навигатору. Далее расскажем подробнее, но сначала еще один важный шаг. Перед тем, как сдавать экзамен, вам нужно подготовить машину. Первый вопрос, который у вас возникнет, где ее взять. Мы сдавали на своей, но можно взять машину в аренду или взять машину у инструктора, с которым вы занимались. Здесь это самая общая практика. Далее вам нужно купить специальный набор, который состоит из двух магнитных L-плейт. L-Lona, что переводится ученик. Первого ученика крепим на капот. Второго ученика крепим сзади, рядом с номером. И третья вещь, которая шла в комплекте, это зеркало заднего вида, которое экзаменатор использует для контроля ситуации на дороге, пока вы сдаете экзамен. Вот, в общем-то, и все. Ваша машина готова к сдаче. Интересная штука, что здесь для того, чтобы сдавать экзамен или готовиться к нему, не нужно, чтобы у автомобиля был второй комплект педалей. То есть экзаменатор полностью вам доверяет и никак не влияет на управление машиной. Еще одну вещь, которую стоит упомянуть, это о том, что машина должна быть застрахована, и в страховке должен быть специальный пункт о том, что с такой страховкой можно сдавать экзамен. Вот оно, то самое страшное место – девицей-центр. По статистике сегодня только 45% сдающих сдадут свой экзамен. Начинается все внутри, вы приходите за 10 минут до. Экзаменатор выходит с айпадом, на котором вы должны будете заполнить форму о том, что вы — это вы, и о том, что у вас есть страховка. Далее идете на экзамен. Первый шаг — это прочитать номера с расстояния 20 метров. Если вы носите очки или контактные линзы, здесь никаких проблем, читайте в них. Вам дадут 2 попытки, и если не прочитаете со второго раза, экзамен на этом закончится. Далее вы пойдете к машине, где вас попросят ответить на Tell Me Question. Их всего 14, все они есть на сайте gov.uk, ссылку я оставлю в описании. В моем случае меня попросили открыть капот и показать, где находится охлаждающая жидкость. Теперь-то я знаю, где ее найти, но тогда на экзамене я заработал свой первый минор. Дальше вас попросят сесть в машину, где расскажут, как проходит экзамен. Экзамен будет длиться 40 минут, но не переживайте, время пролетит незаметно. Пристегиваем ремень, заводим двигатель, круговой обзор. Погнали! Начать стоит с того, что вы можете совершать ошибки во время сдачи вождения. Всего есть 3 типа. Dangerous fault, что переводится как опасная ошибка, это то, что представляет реальную опасность для вас, экзаменатора или других участников движения. Я про такие случаи не слышал, но это, например, если вы врезались в другую машину или, не дай бог, сбили человека.
Serious fault – серьезная ошибка, это потенциально опасное действие или бездействие. И третий вид ошибок – это миноры. Сами по себе не являются потенциально опасными, но если вы продолжаете совершать один и тот же минор, то его посчитают сериусом. Во время экзамена можно набрать не больше 15 миноров и ни одного сириуса. 3 одинаковых минора также превратятся в сириус. Например, если вы не посмотрели в зеркало и выехали на круг, но при этом никому не помешали, это минор. А если другому водителю пришлось притормозить, то есть вы его подрезали, то это уже сириус. Но есть и другие моменты, которые могут быть на усмотрение экзаменатора. Например, кто-то может поставить сириус за езду со скоростью 40 миль в час, там где лимит 60, если посчитает это неуверенным вождением. У нас в чате кто-то точно подметил, что если экзаменатору скучно, это минор, а если страшно, то это уже сириус. Первая половина экзамена – это independent driving – езда по навигатору с заранее проложенным маршрутом. Во время экзамена вас попросят сделать несколько маневров из стандартного списка и много раз будут просить прижаться к обочине. Вас точно не будут пытаться подловить, так что после того, как вас попросят припарковаться, не нервничайте, выбирайте место и спокойно прижимайтесь к обочине. Тут желательно не задеть бордюр, так как это минор. Конечно же, я и Юля во время своей сдачи экзамена первым делом его задели, но с кем не бывает. Еще одна цель такого маневра – это посмотреть, как вы трогаетесь после остановки. В этом деле главное – это не забыть сделать круговой обзор перед тем, как начать движение. Штука в том, что вы должны проверять обстановку вокруг вас на 360 градусов. Если не будете специально тренировать этот навык, вы 100% хоть раз забудете сделать круговой обзор и получите сириус. Сначала проверяйте слепую зону слева и левое зеркало, потом зеркало заднего вида, слепую зону справа, взгляд через плечо и правое зеркало. Другие маневры, которые могут попросить сделать, это парковка передом, в моем случае их было 2, реверсивная парковка, параллельная парковка или езда задним ходом. У меня такие маневры отдельно не проверяли, но посмотрели, как я выезжал задом после парковки передом. Самое интересное, по моему мнению, задание – это экстренное торможение. Экзаменатор покажет вам вот такой знак рукой, что будет означать «тормози». Как понять, что он скоро покажет знак? Он начнет оглядываться по сторонам и точно проверит, есть ли кто сзади. Вы сами можете контролировать ситуацию в зеркало заднего вида. Если увидите, что там никого нет, то это верный знак, что скоро вам скажут применить экстренное торможение. Как только он покажет знак, тут же прожимайте тормоз до пола. Не пытайтесь тормозить плавно, потому что если экзаменатор посчитает, что вы тормозите недостаточно резко, он в лучшем случае попросит вас повторить маневр, в худшем случае поставит вам сириус. Обычно экстренное торможение просит показать где-то в населенной местности, когда вы будете ехать с небольшой скоростью, около 20 миль в час. Но если все делать правильно, даже при такой небольшой скорости вас заметно тряханет. И на адреналине можно забыть сделать круговой обзор. Поэтому после экстренного торможения никуда не спешите, вас никто не будет торопить. Выдохните лишний раз и спокойно продолжайте сдавать экзамен. Последний маневр, который вас могут попросить сделать, это angle start, то есть угловой старт. Это когда вас попросят выехать из-за припаркованного автомобиля. Тут у вас будет ограниченный обзор и нужно убедиться, что вы никому не мешаете. Вторая половина экзамена называется General Driving Abilities. Суть упражнения в том, что вы будете ехать не по навигатору, а по указаниям экзаменатора. Или по знакам, если указаний нет. Тут вас также могут попросить совершать различные маневры, но к этому моменту вы скорее всего уже расслабитесь и будете получать удовольствие от вождения. В какой-то момент с вами попробуют small talk. Это произойдет с вероятностью в 100%. И не потому, что англичане обожают поболтать, а потому что инструктор хочет проверить, как разговор влияет на вашу концентрацию и способность водить. В конце экзамена вы приедете в DVSA-центр, где вам скажут, сдали вы экзамен или нет. Если вы его сдали, вам выдадут такой вот сертификат, который подтверждает, что вы имеете право водить машину здесь, в UK. Вот, в общем-то, и все. Вот так вот проходит экзамен. А впереди вас ждет самое интересное. То, как мы сдавали экзамен. Я сдавала первой на свою голову, потому что поймала чье-то отказное окошко. И вот он, день сдачи. Я жду в комнате ожидания. Меня приглашает экзаменатор. Мы отправляемся на сайт-чек, после чего отправляемся в машину, и мне задают tell me question. Tell me question мне задают по поводу того, как я узнаю, что мои стоп-огни в машине неисправны. Меня вообще очень очаровал ответ на вопрос официальный, который предлагает нам gov.uk. Вот вы для интереса можете сейчас поставить видео на паузу и подумать, как бы вы ответили, а я пока расскажу. Как вы узнаете, что ваши стоп-огни не работают? Вы просите кого-то посмотреть, работают ли они, пока вы
нажали тормоз. Либо, если никого рядом нет, то вы пользуетесь отражением в витринах, зеркалах, окнах. Элементарно, правда? Но сейчас не об этом, и началась моя езда. Обстановка была, в общем, прекрасная. И все было штатно до определенного момента. Мы закончили езду по навигатору и начали ехать по указаниям экзаменатора. И в один момент она попросила повернуть меня на раундабауте, на круговом движении направо. То есть взять третий съезд. В этот момент в моей голове всплывает наставление Лёши перед экзаменом. И я ни в чем тебя не обвиняю, но наставление о том, что если тебя попросят влево повернуть, то бери левую полосу, а если попросят повернуть направо, то займи заблаговременно правую, то есть не суетись, чтобы тебе никто не помешал, просто сделай все заранее, и все будет отлично. А в этот момент у меня отключается мозг, переклинивает короткое замыкание или что-то там вообще происходит, и я ничего умнее не придумываю, чем занять правую полосу, перестраиваюсь на нее. И в этот момент экзаменатор начинает суперактивно размахивать руками и кричать мне, мол, возвращайся обратно. Она жестикулирует, говорит, куда ты едешь, давай обратно, скорее. В общем, я не буду долго томить. Правая полоса оказалась встречной полосой. Я не знаю, как это произошло, я не знаю, как я не считала дорогу, не сориентировалась, перенервничала, может. В общем, на этом этапе я ничего не поняла и даже надеялась, что, может быть, это будет минором, потому что, там не было никого на этой дороге. Я от силы пару секунд на этой встречке провела, и, в общем, это никому прям не навредило и не помешало. И да, кстати, если вы заваливаете экзамен, то все остальное время вы ездите. Вас не высаживают, вы никого не высаживаете. Все 40 минут, отведенные вам, вы будете экзаменироваться. В общем, после этого еще минут 15 мы поездили, меня без особого энтузиазма попросили поприжиматься пару раз, и, вернувшись в DVSA-центр, мне сообщили, что я не сдала по причине этого инцидента, выезда на встречную полосу в том месте, а в остальном я набрала еще пару-тройку миноров, мол, я не держалась по центру дороги и задела бордюр и что-то еще. Да, особенно комично это услышать, что ты не сдал, и отправиться домой на своей машине. Мы шутили много о такой гипотетической ситуации, но тут она стала реальностью. Несмотря на это, еще примерно полдня мне было весело. Я легко восприняла свою неудачу, смеялась, юморила, но потом мне стало печально. Меня поднакрыло, мне стало грустно. Я всем объявила, что следующая попытка моей сдачи будет последней, и я пересаживаюсь на велосипед. Это не учебная тревога. В общем, да, мне было грустно, непросто, особенно когда я читала, что все вокруг сдают, у всех прекрасная история успеха. А у меня произошла такая штука. Так что да, неделю мне пришлось попребывать в таком состоянии. Следующая попытка сдать экзамен была у меня. Я сдавал свой экзамен в обед, поэтому дороги были загружены. Я считаю, это скорее плюс, чем минус, потому что трафик не такой быстрый. Единственное, что было много машин, которые были припаркованы возле домов. Это немножко усложняло езду, приходилось много раз выезжать из-за них, но в принципе у меня с этим маневром проблем нету. Две вещи, которые мне не понравились. Первое — это то, что мне много раз уступали дорогу. Я не был уверен, что мой экзаменатор видит, что мне уступает дорогу, и поэтому даже прокомментировал вслух, какие сегодня все доброжелательные и как много уступает мне. Я хотел убедиться, что он знает, что я знаю, что мне уступили дорогу, и поэтому я еду первый там, где у меня нет приоритета. Второй момент, который мне не понравился, это то, что мы очень долго искали время и место для экстренного торможения, потому что каждый раз, когда мы хотели его сделать, появлялся кто-то сзади, и мне приходилось прижиматься к обочине, и поэтому я вместо положенных 5-6 раз прижимался к обочине раз 10. В один из разов я тронул бордюр, поэтому нервничал, что если я трону его еще раз, то второй минор может превратиться в Сириус, поэтому был немножко напряжен. Но после того, как я сделал экстренное торможение, я полностью расслабился и даже начал получать удовольствие от вождения. В какой-то момент я подумал, что я вообще бог вождения и сдам экзамен всего с одним минором за бордюр. По пути обратно меня попросили показать show me question. Это было открыть стекло. Наверное, самое распространенное действие, которое ты делаешь в обычной жизни, поэтому я его без проблем показал. Вернулись мы в DVSA, и мой экзаменатор объявил мне о том, что я сдал экзамен, рассказал мне про мои ошибки, которые я сделал, и я, довольный, поехал домой. По пути домой я увидел, что мне пришло письмо. Я его открыл и, конечно, сильно удивился, потому что там было 7 миноров. Как вы понимаете, я ожидал увидеть один, но я не расстроился, потому что я сдал экзамен с первого раза, не занимаясь с инструктором. В принципе, это то, на что я надеялся, как лучший результат.
Второй раз сдавать можно минимум через 10 рабочих дней после первой неудачной попытки, поэтому я сразу же записалась. Пришлось пару дней буквально половить отказной слот, потому что вообще регулярные слоты были через 3 месяца от того момента. В общем, да, я записалась, пришла в назначенный день, жду в комнате ожидания. И выходит она, та же самая леди, которая была у меня в прошлый раз. Поначалу, конечно, мне это не очень понравилось. Я вспомнила весь тот стыд и ужас, который случился в прошлый раз. Плюс она меня узнала, у нас сразу завязался диалог. Но минут через 5 меня даже это все расслабило, и мы действительно начали хорошо и приятно общаться вообще на протяжении всей дороги. После сайт-чека она спросила у меня tell me question о том, как я узнаю, что в моей машине не работает ABS. Спойлер, будет гореть лампочка на приборной панели. Ну и, в общем, поехали. Началось все отлично. В принципе, как и в прошлый раз. Я была спокойна, я ее сама атаковала смолтоком, мы болтали. Она попросила меня прижаться раза 3, ну, может, 4. Также я делала угловой старт. Мне повезло на экстренную остановку, а мою езду задом проверили, когда я случайно повернула чуть раньше, и это оказался тупик, и чтобы развернуться, мне пришлось разворачиваться через реверс, и она это учла. Также меня спросили show me question, чтобы я помыла окна в движении, и, в принципе, это оказалось тоже несложно, но здесь главное не вильнуть рулем машины, потому что в таком случае это может вообще превратиться в Сириус. Единственное, у меня имелись небольшие сомнения по поводу проезда одного из раундабаутов, круговых движений, потому что я довольно лихо на него заехала, там было движение довольно активное, поэтому я занималась некоторым самокопанием, пока мы ездили. И пока я думала об этом, я поняла, что мы уже приехали обратно, припарковались, и мой экзаменатор поворачивается на меня и говорит: «Вы сдали». Конечно, я была очень рада, но потом произошло что-то абсолютно невероятное. Она начала хвалить меня настолько, что она сказала фразы типа «какое это счастье выпускать таких кандидатов», как ей было спокойно со мной ездить, и как вообще ей понравилось сегодняшнее наше путешествие. Мне было очень приятно, но я вообще не понимала, к чему вся эта история. Я вообще хотела узнать, что у меня за точки роста, как модно говорить, то есть какие у меня миноры. Ну, как-то так завязалась наша дискуссия позитивная, что я обнаружила, что она ушла уже. И думаю, ну ладно, мне придет письмо, и я прочитаю, какие у меня точки роста. Пока я отправляла Лёше сертификат, который мне выписали, потому что его сразу же нужно добавить в страховку, пришло это письмо, которое я открываю, и не вижу там ни одного минора. Конечно, я сначала не поняла все это, но потом у меня связалось в голове те факты, как она меня хвалила, и что ей так понравилось со мной ездить. Я была просто в шоке, а потом я еще узнала, что с таким результатом сдает только 1% людей. В общем, как-то так. Кстати, мы толком не рассказали про то, как мы готовились к вождению. Немножко про наш бэкграунд. Я вожу машину 10 лет, Юля около 6. Успели наездить здесь, в Англии, 10 тысяч миль. До этого водили в Москве, поэтому позиционируем себя как опытные водители. Поначалу мы думали взять инструктора, но от этой идеи пришлось отказаться, потому что мы спохватились поздно, примерно за месяц до экзамена. Мы пытались писать разным инструкторам, но никто нам не отвечал. И говорят, что здесь они вообще не любят брать людей на 1-2 занятия, потому что больше любят работать в долгосрок. Правда, на работе другой коллега под такой запрос все-таки нашел себе инструктора, так что если вам это очень нужно, то обязательно ищите, и вы найдете. Мы же решили не упарываться в поиске, и на свою первую попытку мы пошли без подготовки с инструктором, о чем, в принципе, не пожалели, потому что результаты были хорошие. Готовиться мы начали примерно за неделю до практики, и вот какие 4 лайфхака мы за это время вывели для себя. Первый. Если не получается найти инструктора, и при этом у тебя есть опыт вождения по Англии, да и в целом ты уверенный водитель и ощущаешь себя за рулем комфортно, забей. Попробуй пойти на эту первую попытку, и я уверена, что с большой вероятностью у тебя получится сдать. Особенно учитывая, что на YouTube полно видео по маршрутам по каждому центру сдачи. Второе. Смотри Conquer Driving на YouTube. Это великолепный канал, как говорится, не реклама, а искренняя рекомендация. Особенно я советую плейлист с мок-тестами, где Ричард, автор канала, проводит симуляцию экзамена со своими учениками, а в конце делает наиподробнейший разбор. Если честно, Ричард настолько приятный лапочка, что я советую вам смотреть этот канал, даже если вы вообще не знакомы с темой вождения и не собираетесь сдавать экзамен в Англии. Третье. За неделю до сдачи введи в свою водительскую рутину обзор 360. Это необходимо сделать просто потому, что если ты не натренируешь свою мышечную память, то очень велика вероятность на настоящем экзамене забыть это сделать, и это довольно рисково, потому что один раз не оглядеться уже может привести к Сириусу. Ну и 4-й совет, очень банальный, но не переживайте. Экзаменаторы настолько приятные люди, и обстановка будет настолько
расслабленная, что я на самом деле вообще пожалела, что переживала. Плюс вам можно будет пользоваться всеми ассистентами в машине, это тоже считается нормальным. И вас не просто никто не будет заваливать или придираться, но у меня даже создалось впечатление, что экзаменаторы могут даже закрыть глаза, если вы хорошо ведете машину и уверенно себя показываете. В общем, все будет хорошо и комфортно, и я в этом не сомневаюсь. Вот, в общем-то, и все. На этом наша долгая, но, надеюсь, интересная история заканчивается. Мы стали счастливыми обладателями английских прав. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. И большой удачи тем, кому еще предстоит сдать экзамен. Но если остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии, мы будем рады вам ответить. И если вам было интересно смотреть, то подписывайтесь на канал, чтобы он не потерялся, не дай бог. Потому что мы планируем снимать еще очень много всего про нас, про нашу жизнь, про Англию, ну и не только. Пока!